Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких красивых пупсиков в конвертике. Вот как игрушка смотрится сзади. Видео я поделю на две части. В первом видео в этом мы свяжем вот таких милых пупсиков, а в следующем свяжем такой красивый конвертик к ним. Достаем пупсика из конвертика. И вот такой красивый малыш. Игрушка маленькая, небольшая. Расход пряжи тоже небольшой. Я сделала им разные прически. Здесь вывязала и из плюшевой пряжи, а здесь сделала из акриловой. Такие красивые маленькие малыши. Это цельно вязаная игрушка. Начинаем вязать снизу, вывязываем ножки, ручки, вяжем голову, потом вывязываем ушки и оформляем лицо. И вот вяжем такой красивый бантик и волосики. По сантиметрам пупсик получается вот до 10 сантиметров. Такие маленькие, небольшие, красивые пупсики. По подобным схемам мы уже с вами вязали игрушки. Вот вязали такую лисичку, енотика, вот такую красивую белочку, зайку, кошечку, симпатичную единорожку, олененка, вот такого медвежонка и вот таких Микки Маусов, девочки и мальчик. Вот Мини и Микки Маусы. Все схемы я оставлю в инфобоксе под видео. Они уже у меня есть на канале, все эти видео. Ссылки я оставлю в инфобоксе. Переходите и вяжите. В этом видео мы свяжем вот таких красивых малышей пупсиков. Для игрушки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать снизу, берем цвет одежды. Сделали кольцо амигуруми, в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд 12 столбиков. Третий ряд 4 столбика, 1, 2, 3, четвертый столбик не до конца, берем цвет тела и вывязываем ножку. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка
Провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь соединительная петля в ту воздушную петлю, из которой вывязывали 3 столбика с накидом, и по цепочке 2 соединительные петли. И 1 соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали. Здесь берем пряжу цвета одежды и переходим на нее. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 не до конца. Снова берем цвет тела, вывязываем вторую ножку, как первую. 5 воздушных петель. В третью воздушную петлю от крючка 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Три соединительные петли по цепочке из воздушных петель и 1 соединительная в сам столбик, с которого вывязывали. Переходим на цвет одежды. Довязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Четвертый ряд вяжем 12 столбиков. Четыре. Ножку опускаем. 5, 6, 7, 8. Ножку опускаем. 9, 10, 11 и 12 столбик не до конца. Переходим на цвет тела. Дополнительный цвет отрезаем. И теперь 5 и 6 ряды вяжем по 12 столбикам цвета тела. Вот 5 и 6 ряды по 12 столбиков цветом тела. Теперь 7 ряд вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и вывязываем ручку точно так же, как вязали ножку. 5 воздушных петель. В третью воздушную петлю от крючка 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. По цепочке из воздушных петель 3 соединительные петли. И в сам столбик, из которого вывязывали. Теперь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вторая ручка. 5 воздушных петель. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. И 3 соединительных столбика по воздушным петлям. И до конца ряда 4 столбика. Наполнили наполнителем 8 ряд. 2 столбика, 1, 2 и убавка.
Так повторяем 3 раза. В конце 8 ряда 9 столбиков. 9 ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. И в конце ряда получится 18 столбиков. 10 ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем 3 раза. В конце 10 ряда 21 столбик. И по 21 столбику связали 11 и 12 ряды. 13 ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Так повторяем до конца ряда. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Второй раз. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Третий раз. В конце 13 ряда 18 столбиков. 14 ряд. Вяжем 18 столбиков без изменения. Довязываем до конца ряда. Между 13 и 14 рядами я вставила глазки на безопасном креплении. У меня они 8-9 миллиметров. И теперь вяжем 15 ряд. 1 столбик. Далее убавка. Повторяем так 6 раз. И в конце 15 ряда будет 12 столбиков. Наполняем наполнителем. И последний 16 ряд. 6 убавлений подряд. За передние стенки каждого столбика ниточку затянули. И вот получилась такая основа. Теперь свяжем, вывяжем ушки напротив глаз. Заводим крючок под столбики. 3 воздушных петли. И соединительный столбик за верхние столбики. Так, ниточку отрезаем. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И с другой стороны также само вывязываем ушко. Теперь сделаем утяжку. Внизу головы прокололи иголку с ниткой, оставили небольшой хвостик. И переходим на второй уголок этого же глазика и выводим иголку внизу через один столбик. Также делаем со вторым глазом. Теперь нитки подтягиваем и завязываем сразу на один узелок. Переходим на второй глаз. Тяжка одинаковая, завязываем по второму узелку и прячем нитки вовнутрь изделия. И вот я еще вышила носик плюшевой пряжей, сделала 3 стежка.
И сейчас сделаем волосы. Я беру вот такую акриловую пряжу. Так, складываем ее. Такой кусочек небольшой. И сверху вот за петельки сделали петельку. Протянули через столбики. Через эту петельку протянули 2 этих хвостика. И можно так или из одной петельки все выходят, или 3 в рядок, как вам больше нравится. Или можно сделать вот из плюшевой пряжи, просто вывязываете цепочку из воздушных петель и замыкаете ее в такое колечко. И получится вот так. Я вот сделала из одного столбика, у меня выходят все 3 штучки. И вот так их расправляю иголкой. Теперь свяжем бантик. Я оставляю такой хвостик. 3 воздушных петли. Теперь соединительная петля в первую воздушную петлю, снова 3 воздушных петли и соединительная петля в первую воздушную петлю. Отрезаю вот такой хвостик. Затянула вот этими ниточками, так, обкрутила посередине бантик. И теперь берем и пришиваем его вот сюда вверх. И вот получается такой красивый пупсик. Еще можно его добавить вот такую сосочку. Если ее нет, то можно вышить ротик. И вот получаются такие красивые игрушки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!